Новый год, Roblox, Иван Зола. Вы можете подумать, что я сошел с ума, но нет. Это идея моей следующей игры. Мало того, ко всему этому добавляется еще челлендж 24 часа. И за это время пытаюсь сделать небольшую 3D-игру-платформер, в конце которой вас будет ожидать босс-файтинг с Иваном Зола. Да, эта гениальная идея пришла ко мне в голову не сразу. Изначально я хотел сделать простенькую Roblox-игру, наряду с теми, которые сейчас очень популярны в интернете. Да, ну кому я объясняю, вы же и так все знаете. 100% каждый из вас заядлый игрок в Roblox. Пишите в комментариях вашу любимую Roblox игру. Так вот, после нескольких бессонных ночей я решил добавить в игру босса. Но необычного. Это должен быть какой-то уникальный, суперсильный герой. И недолго перебирая интернет-героев, я пришел к тому самому единственному, у которого максимально вкачанные навыки выносливости, силы и интеллекта. Ну и приправить все это я решил как раз таки тематикой Нового года, потому что что? Да, поздравляю вас с 2025 годом. Ну и получается это видео мой подарок вам. А от вас жду обязательно лайк под это видео, подписочку, если понравилось. Ну и если хотите поиграть в игру, залетайте ко мне в телеграм-канал, я ее выложу там на 2000 лайков. Ну а сейчас пошли смотреть само создание игры. Начать решил я с разработки уровня, ведь это основа для нашей и для любой другой игры. Очень важно создать действительно хороший и увлекающий уровень. Уровень должен быть интересным, быть достаточно простым игрока, но и вызывать некое напряжение у него, чтобы игрок как можно дольше оставался вовлеченным в игру, а не удалил ее со слезами нахрен с компьютера спустя 5 минут. Можно сказать, это наша главная цель. В этот раз я не стал долго думать и пытаться самому моделировать уровень. Я просто решил взять и найти в интернете какой-нибудь прикольный ассет для себя и с помощью него собрать тот самый уровень. У меня была простая идея, я хотел сделать простой платформер в стиле Роблокса с разноцветными платформами, подъемниками, но в какой-то момент я нашел вот этот вот замечательный зимний ассет, который супер подходит под новогоднюю атмосферу, и скорее же смотрите, из чего он состоит. Тут есть сразу несколько моделей для создания рельефа и окружения, есть модели для препятствий, ну и всякая другая мелочь. Ну что же, погнали лепить наш уровень. Начать я решил с создания небольшой тропинки из льдин, с помощью которой игрок сможет приспособиться к управлению, понять, как вообще играть, как прыгать, что делать. Ну и эта тропинка ведет нас прямиком к острову крепости, где начнутся первые испытания. Сами испытания и препятствия я добавлю чуть попозже. Сейчас мы занимаемся самим уровнем, поэтому потихоньку его отстраиваем. И наша шпионская вылазка, так сказать, начинается с заднего прохода крепости. Мы аккуратненько поднимаемся и встречаем с первым испытанием. Это заблокированный подъем. И игроку нужно будет придумать, как его разрушить своими подручными средствами. Далее я создал вот такую вот более-менее прямую тропинку, на которой будет целая куча испытаний. Параллельно с этим игроку придется прятаться за этими огроменными глыбами льда, которые я добавил, чтобы в него случайно не попал какой-нибудь снаряд. А пройдя всю эту длинную полосу препятствий, игроку придется совершить эпический прыжок с ледяной скалы прямо на кучу глыб снизу. Ну да, конечно же он выживет и продолжит свое приключение уже по этим глыбам, выполняя параллельно квесты на них. И следующая его цель — остров рядом, на котором как раз таки располагались эти огромные пушки, стреляющие в него раньше. Игроку придется добраться до них через построенный мною простенький, но запутанный лабиринт и остановить стрельбу. После этого игрок сможет найти волшебный эликсир, который, о магия, увеличит его прыжок в несколько раз. И это все для того, чтобы он смог перейти к следующему этапу, в котором нужно перепрыгивать через огромные расстояния между ледяными островами. После этого игрок сможет подняться на самую верхушку. А нет, сначала ему нужно будет собрать ледяную лестницу. Для этого ему снова придется пройти несколько испытаний. Специально для этого на верху горы я достроил еще несколько локаций, в которых как раз таки будут находиться эти глыбы льда, собирая которые игрок сможет построить эту лестницу. Ну и построив ее, но он наконец-таки сможет добраться до самой вершины, где и будет находиться финальный босс. Ну что ж, на данном этапе наш остров уже достаточно прилично выглядит, но все-таки скажу, что мы скорее всего его будем еще перерабатывать, дорабатывать, может быть даже что-то двигать и изменять. Но сейчас давайте приступим к расстановке тех самых препятствий. Я взял эту ледяную вертушку и установил ее прямо на пороге нашей крепости. Дальше я взял пару уничтожителей, не знаю, как их еще можно назвать, и установил их на подъеме к главным воротам. А за воротами я установил еще парочку вертушек другого типа. В целом вот такая вот получилась первая зона с препятствиями. Ее цель — ознакомить игрока вообще с существующими механиками, сильно его не напрягать и не пугать. Следующая полоса препятствий покажется игроку точно посложнее, ведь на ней я буду комбинировать несколько типов препятствий между собой, чтобы доставить игроку максимум неудобства. Ну и пройдя вторую полосу
полосу препятствий, игрок может спокойно спускаться на льдины, где начинается наша третья часть ловушек. Тут я уже разошелся по полной и решил немного заставить игрока пострадать. Я сделал этот огромный лабиринт, наполненный огромным количеством разрушителей, и в теории, мне кажется, его вообще нереально пройти, но потом посмотрим на тестах, что будет с игроками. Надеюсь, хоть один-то сможет его пройти. Пройдя этот лабиринт, игрок сможет выполнить очередной квест и отправиться через другой небольшой лабиринт из небольших платформ на тот самый остров с пушками, который нужно деактивировать. Огромные ледяные острова тоже не останутся пустыми, я их заполню вертушками, так сказать, чтобы игрок себя не чувствовал слишком расслабленным. А для последнего квеста на вершине нашего ледяного острова есть еще пару зон с испытаниями, и основная их сложность будет в том, что игрок будет их проходить с огромным куском льда в руках, который, очевидно, будет его замедлять и мешать ему проходить эти испытания. На сладенькое я придумал вот это испытание, где между столбов стоят тоненькие доски, и игроку нужно будет аккуратно пройти на них, иначе он свалится вниз. Ну что же, можете взглянуть на финальный вид острова. Он наполнен всеми испытаниями, и по нему уже можно побегать. Но кого же отправить на этот остров, чтобы выполнить суперсекретную миссию? Может быть, Брэд Питт, Джеймс Бонд или Скала? Нет, у меня есть идея получше. И это Роблоксмен. Да, для охватов нужно было добавить сюда частичку Роблокса, а так как уровень у нас уже не совсем таки похож на Роблокс, поэтому наш главный герой прямиком из всеми любимой игры. Управление для него я, конечно же, не стал делать сам. Нашел готовый вариант в интернете и просто скачал дополнительные анимации для персонажа. И вуаля! Я спокойно бегаю по острову, уклоняюсь и прохожу препятствия, но этого все еще недостаточно. И поэтому я решил добавить усложняющие механики. Это будут выстрелы из пушек прямиком по герою, огромные взрывающимися ядрами. Игроку придется дополнительно уклоняться от них, чтобы случайно не оказаться в зоне поражения и не взорваться вместе с этим ядром. Изначально я хотел добавить еще лазеры, чтобы можно было подпалить задницу игроку, но я слишком долго провозился с этими ядрами и решил забить пока что на лазеры. Ну и заодно вместо лазеров я добавил систему здоровья игрока и систему чекпоинтов. И теперь, когда игрок будет умирать, он будет воскрешаться несколько раз на последнем сохраненном чекпоинте, но если потратить все жизни, то придется проходить игру всю заново. Ну и еще, конечно же, я добавил таймер, чтобы эту игру можно было заспидранить. Ну, конечно же, если я увижу, что вам идея этой игры очень зашла, то я обязательно доработаю все недоделанные механики, добавлю лазеры и не только. Так что проявляем активность, ставим лайки, подписываемся, и моих доработок не придется долго ждать. Ну а сейчас я добавлю на остров местных жителей, пигов. По моей задумке, они изначально населяли этот остров, были его основными жителями, но в какой-то момент пришел наш главный злодей и начал массово выгонять пигов с острова. Но для чего? Вы узнаете по мере прохождения игры. Они помогут игроку разобраться, что как работает, и будут давать ему подсказки. А также я решил разбросать на острове несколько секретных предметов, подобрав которые, игрок сможет завершить игру с другой концовкой. Ну что же, мы дошли до самого интересного — финальный босс. И да, как вы уже поняли, в роли главного злодея в нашей игре будет Иван Зола. Специально для этого я на просторах интернета нашел одну из самых крутых фоток Ивана и закинул ее в Monster Mash, сделав тем самым 3D-модель для нашего босса. Но это не все, потому что по моей задумке наш главный злодей будет в летающей тарелке. Да, он будет управлять личной летающей тарелкой с огромным арсеналом, который он будет использовать в босс-файте. Поэтому я закинул модель летающей тарелки и Ивана, соединил их в Unity, и вот такой вот у нас финальный босс получился. Изначально, по моей задумке, главный босс спалит наше пришествие на остров и будет всячески издеваться и мешать нам проходить испытания. Но по мере прохождения он будет удивляться тому, насколько мы сильные и крутые, будет, конечно же, убегать от нас несколько раз, и в конце, не оставив ему выхода, ему придется сразиться с нами. А сейчас я вам расскажу о его способностях. Начнется наш босс-файт с того, что тарелка резко подлетит к нам и откроет залп со своих лазеров и начнет медленно крутиться. Нам же надо будет уклоняться от этих лазеров, чтобы не попасть и не поджариться. После этой атаки главный злодей, конечно же, не сдастся и перейдет к массированной бомбардировке. После взлета в небо он начнет массированно сбрасывать на нас бомбочки, которые будут при приземлении мгновенно взрываться. Но мы, конечно же, будем знать и видеть зоны, в которые они падают, поэтому нужно будет убегать из них и стараться уклоняться как только можем. После этого, по моей задумке, одна из упавших бомб не сможет взорваться, именно ее мы-то и подберем и засунем в пушку, которая должна была оборонять нашего злодея, но в этот раз мы ей воспользуемся и стрельнем
стрельнем по той самой летающей тарелке. Ну и выстрелив, мы снимем одну из жизней нашего главного босса. Всего их будет 3, и после потери жизни босс снова начнет нас атаковать по кругу, применив залп лазерами и снова бомбардировка. Ну и как вы понимаете, всего будет 3 таких круга, после которых босс будет повержен. Ну а игра будет пройдена по первой концовке. Ну а чтобы пройти игру со второй концовкой, нам нужно будет выполнить несколько секретных заданий на самом острове, и тогда мы получим возможность узнать немного информации о самом острове и о том, что тут происходит. Ну а сейчас ты можешь посмотреть видео про мой хоррор, который я делал для мобильных телефонов, ну или перейти в мой телеграм-канал, чтобы помочь мне с этой или с любой другой игрой.